Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 8 марта 2022 года. Поздравляю женщин с этим весенним днем. У нас сегодня в Анапе небольшой снежок выпал. В целом, вот сейчас даже солнышко пробивается, но настроение, конечно, в последние дни неважное. И сегодня я хотел бы как раз поговорить с вами и сравнить, как вы себя ощущаете в новом времени, и рассказать, как я сейчас себя ощущаю, что я думаю, что я чувствую. Во-первых, конечно, я думаю, что вот таких событий, такого масштаба и, наверное, по своим последствиям не было со времен крушения Российской империи в 17 году. И вот это время, которое мне так всегда было интересно, что бы я ни смотрел, фильмы там или книги какие-то читал и читаю, мне всегда интересен вот этот перелом, который совершился в России, слом старого уклада и как этот слом отражался на обычных людях, самых обычных людях. Вот сколько я книг не читал, всегда как-то люди какие-то такие глобальные события переживали обыденно, абсолютно обыденно. И один день, конечно, даже несколько дней ничего не меняло. И если вот, допустим, вспомнить 17-й год, уже царь был отрешен от власти, но еще русские солдаты продолжали сражаться на Кавказе, на Германском фронте. Вот. Исаул Семенов, Григорий Михайлович, ехал в Забайкалье создавать отряды для борьбы с большевиками. И вот он смотрел на все это из окна вагона и так описывал увиденное, что годы Первой мировой войны и первый год революции, он никак, в общем-то, не отразился, особенно в Сибири. Вот. Также люди пахали, жали. Он возвращался в июле, описывал вот эти вот поля, которые вызрели, где-то там шли сенокосы, копны сена. В общем, везде торговали. Цены за время Первой мировой войны, они совершенно не увеличились. И он описывает, что спокойно можно было купить что-то. Но это уже более 3 лет шла война, мировая война, массовое кровопролитие. Вот. Так что, когда мы ощутим на себе то, что сейчас произошло, судить об этом
Сейчас трудно, но то, что это затянется на долгие годы, это несомненно. Вот. Хотя сейчас уверяют нас ученые, что время сжимается и все события происходят гораздо быстрее по протяженности. Вот. Но, наверное, это так. Я тоже с этим согласен. Настроение, конечно, какое там настроение? Настроения практически нет. Ложимся спать с Наташей с тяжелыми мыслями. Встаем, опять разговоры о ситуации в стране и в мире. И я, конечно, разные источники информации использую. Смотрю и официальные каналы, Россия-24, допустим. Смотрю сводки, которые дает Министерство обороны в лице Коношенкова. Какие-то там деревни занимают. И это сильнейшая в мире армия встречает вот такое сопротивление. Это, конечно, тоже вот сегодня какой у нас 13-14 день военной операции. Видите, сейчас надо тоже следить за своей речью, какие-то слова запрещены, закрывается масса всяких сайтов, «Эхо Москвы» прекратило работу, другие информационные каналы, которые мы постоянно смотрели. Ну, YouTube еще, в общем-то, работает, и информацию есть откуда брать. Но, в общем-то, все уже понятно. Все уже понятно. Даже если сейчас все вырубят, то как-то переубедить меня в чем-то, а я убежден, что не такими методами надо было налаживать отношения с соседними странами, но не такими. И смотрю, удивляюсь, ну почему так происходит? Почему? Почему мы абсолютно не уважаем, я имею в виду мы, это российское государство, российские власти, не уважают соседнюю страну, которая выбрала свой путь, избрала президента. И вдруг Россия хочет навести там, установить свой там русский порядок. Мне это как-то непонятно. Мне это как-то непонятно, и есть же международное право, какие-то международные договоренности. И такие вопросы должны решаться международным сообществом. Ну, хотя бы в Организации Объединенных Наций. В общем, то, что сейчас происходит, ну, не поддается никакому здравому смыслу. И я не понимаю, когда вижу вот эти вот автопробеги с российскими флагами, со знаком Z на капотах, на дверках машин.
дети. Вчера вот смотрю в ленте, собрали тут ребятишек анапских, маленьких совсем, ну, наверное, там первый, там, второй, третий класс. Дали им шарики белый, синий, красный, флаг в руки, повели по городу. Не понимаю этой какой-то эйфории, какой-то радости. Все оно к этому как бы и шло. Нас давно уже готовили. И день 9 мая превратился в такой день демонстрации силы. И вот эти вот лозунги мы можем повторить на Берлин, хотя Берлин давно уже мирный город. Я сейчас вот перечитываю свои дневники. В 1989 году я ездил в Югославию. Тогда эта страна была еще единой. Но она несколько выпадала из ряда социалистических стран и была такой наиболее буржуазной среди них. Ну, так вот, по моему мнению, там как раз, в общем-то, тоже такие нездоровые процессы шли, но тогда мы смотрели на это, туристы из СССР смотрели на это такими расширенными глазами, потому что изобилие в магазинах, ну, цены мы тогда не понимали, а цены там, кстати, росли, буквально у нас там на глазах, даже за то короткое время, которое мы там были. Вот, но все равно, конечно, вот это изобилие, вот это какая-то свобода в мыслях, в словах, и да и вообще во всем. Конечно, она на нас тоже так действовала шокирующе, потому что СССР тоже уже немножечко так потрескивал по швам, но еще никто и не подозревал, что все закончится вот таким крахом. И всем, что этот крах за собой повлек, 90-е годы, трудные годы. Ну, мне как-то посчастливилось. Я работал все-таки в органах внутренних дел, и каких-то бытовых трудностей я не испытывал. Вот. Были деньги, другое дело, некуда было их потратить. Вот, вкладывали там во всяческие пирамиды, русский дом Селлинга, русская недвижимость. Акции у меня до сих пор сохранились, каких только нету. И Хопер Инвест, и инвестиционные фонды, там Пик Инвест, Золотая долина, чего только не было. Ну, я не знаю, вот люди моего возраста, наверное, тоже это все пережили. Но в общем-то, был страшный дефицит. Трудно было что-то купить, такое хорошее, нормальное. А если это и было, то очень дорого. Ну, в общем-то, человек ко всему привыкает. И сейчас. Еще сейчас, в принципе, как бы все нормально. В магазин пойдешь, в общем-то, все есть. Я, кстати, вот в связи с болезнью со своей не хожу уже по магазинам ровно неделю. Вот, у меня сейчас жена занимается закупками. Ну, она ходит, покупает, конечно, потому что такой инстинкт у русского человека выработался, что если что-то там какой-то грозой запахло в воздухе, то нужно хотя бы что-то делать. Вот.
Ну, Наташа сейчас ходит, покупает какие-то вещи, там, мыло, ну, причем не такое там хозяйственное, кусками, а нет, хорошее мыло, вот DAF, мы всегда берем зубную пасту Сплат, какие-то хорошие шампуни, бальзамы. Ну, вот Наташа взяла, говорит, на год должно хватить. Ну, продукты питания нет смысла много брать, и мы их, в общем-то, и не пытаемся брать. Сахар мы и так не едим. Вот, в связи с переходом такой на здоровый образ жизни, сахар мы сейчас вообще не употребляем. Наташа его в кофе добавляет, а мы с Машей вообще сахар никуда не добавляем. Я уже привык есть все без сахара. И знаете, когда без сахара что-то ешь, даже просто вот кофе молоком белю, и чувствую, что в молоке очень много сахара. Мне уже кофе не кажется горьким каким-то там, а я чувствую вот этот вот молоко прямо вот в кофе, и мне кажется, кофе, он сладкий. Вот, так, видимо, устроен организм. Вот, но это так. Поэтому никакими закупками продуктов мы не занимаемся. А еще по той причине, что если взять, допустим, сразу там мешок гречневой крупы, то, во-первых, в условиях квартиры городской хранить такие запасы негде, как-то неудобно. А во-вторых, если там заведется жучок какой-нибудь, а это бывает, даже вот когда что-то хранится в шкафах, вроде бы как мы не стараемся все это быстро там употреблять, а все равно где-то вот постоял какой-то пакетик там, про который забыли где-то в дальнем углу кухонного шкафа, а смотришь, и жучки побежали. Поэтому нет смысла переводить вот таким образом продукты питания. Причем, ну, продукты, вот лично я думаю, что будут. Ну, а не будет, так не будет, так что? Что-нибудь будем придумывать. Потому что Россия переживала уже такие времена. Ну, люди как-то выживали. Вот, и мы выживем. Вот. Благо здесь вот на Кубани как-то, наверное, это даже полегче будет. Лебеды у нас много растет. Вот, так что на этот счет переживать, я думаю, сильно не стоит. Вот. Другое дело, как все остальное сложится. Там работа, допустим, учеба вот у Маши. Вот мы планировали, конечно, очень такие у нас были хорошие планы. Вот. Сейчас все встало под большой вопрос. Ну, кстати, есть какие-то моменты положительные, какие-то просветы появляются. Допустим, вот Германия сейчас объявила о том, что она молодежь из России до 25 лет будет свободно пускать в страну. И это вот вполне можно использовать. Ну как еще там жизнь наша поменяется? Вот я, допустим, вчера читаю информацию о том, что увеличили РЖД, увеличили количество поездов на Кубань. Вот самолеты-то не летают сейчас, и как они будут летать, тоже неизвестно, потому что вот сегодня информация пришла, что бесполетный период продлевается до 14 марта. Вот сначала был до 2, потом до 8,
теперь до 14. Это вот в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Вот, теперь до 14. Ну, там посмотрим, как будет. Но я что-то вот особо-то и не верю, что самолеты будут летать нормально. Конечно, сильный удар по вот авиаперевозчикам, потому что сейчас самолеты не летают, они не приносят никакой прибыли, ни в доход государства, ни сами себе. И люди, конечно, страдают. Люди, кто-то запланировал какие-то поездки. Вот сейчас все это встало под большой вопрос. Интересно, вообще, вот мне сейчас очень удивительно, и как вообще люди могут сейчас в условиях таких, которые сейчас складываются в России, ехать на отдых. Вот я не понимаю. Вот, правда. Конечно, опять же, обращаясь к примерам в истории, жизнь-то особо никак не поменяется. Она, видимо, меняется только как-то в головах каких-то отдельных людей, а в остальной массе, у обывателей, ну, ничего не происходит. Вот, опять же, допустим, в архиве я сколько раз видел, читал, делал выписки. Опять же, вспомним Григория Михайловича Семенова, который управлял дальневосточной окраиной. Он вынужден был писать такие распоряжения, чтобы разные питейные заведения, театры, рестораны работали по-моему, до 23 часов. Вот. И он делал там приписку, что в то время, когда, значит, патриоты России борются сейчас на фронтах с большевиками, с красной заразой, вот, здесь, в городе Чита, продолжаются вот это вот пьянство, разврат и вообще увеселение. Он взывал к, ну вот, к рестораторам, там, к ательерам, чтобы они это все как бы хотя бы немножечко сворачивали, но не запрещал. Только до 23 часов. Чтобы хотя бы после 23 часов все это закрывалось. Вот эти вот разгулы эти прекращались. А ведь люди шли в эти рестораны. Причем понятно, что шли кто? Не беднота там какая-то, да, и даже не мещане. Шли те, кто имел деньги, даже офицеры, там штабные, которые их тоже всегда во все времена хватало. Одни в окопах сидели, а другие в штабах протирали штаны, а когда рабочее время заканчивалось, они с дамами удалялись там в рестораны и гулеванили. Такие тоже были. Поэтому все это мы в истории проходили, знаем. И сейчас тоже так будет. И, наверное, люди поедут в Анапу, несмотря на то, что у них там, я имею в виду на территории Украины, будут в это время выполнять свои воинские обязанности и приказы командиров, их мужья, братья, отцы, сыновья. Но это не простая командировка, где-то там на вахту отправили, и человек там, да, где-то служит. Ведь это все-таки боевые действия. И сейчас уже Министерство обороны признало гибель полутысячи
российских солдат и офицеров. Уже в лентах Фейсбука, на других ресурсах уже пошли фотографии военных в траурных рамках. Погиб смертью храбрых, погиб, защищая, погиб, выводя мирное население. Люди погибают, и пока ничто не говорит о какой-то приостановке этих боевых действий, а только о наращивании их. Вот сейчас смотрел новости. Российские войска готовятся к штурму Киева, Мариуполя, других городов. А потом там находятся не только военнослужащие вооруженных сил, но и Росгвардия, другие правоохранительные органы. И они тоже несут потери, и Министерство обороны явно их не учитывает в своих сводках. Вот в этих вот 498 человек явно они не учитываются. Как и ополчение ДНР, ЛНР, народная милиция, тоже эти потери Министерство обороны не учитывает. Плюс 1500 раненых. И количество раненых тоже понятно, что оно не стоит на одном месте. Мне интересно сейчас, куда вывозят раненых, в какие города. И все это я говорю к тому, что, ну как, вот люди приезжают на отдых, а у них кто-то там воюет, кто-то ранен, кто-то погиб, и они здесь вот, значит, катаются на карусели, там вечером сидят, там пиво пьют, или там дискотека, вот. Ну, связь, наверное, все-таки будет, я думаю, и вот они разговаривают со своим родным городом, а им говорят, что твой сын, твой брат, твой отец пал смертью храбрых и называют какой-нибудь украинский город. Как? Как в такой ситуации продолжать отдых, как пить пиво, продолжать танцевать, ходить на пляж, купаться? Как? Ну, конечно, каждый, кто собирается на море или еще куда-то там отдыхать, он, конечно, не думает, что меня это не коснется, это далеко, кто там, чего там. Мы также думали, друзья, об этом вот, когда ковид у нас злобствовал. В первый год мне тоже казалось таким-то бредом, вот правда. Я не верил, я, конечно, все соблюдал, маску старался носить, но я человек такой законопослушный. Вот. Хотя, конечно, антиваксерское движение было очень сильное, оно сразу как-то проложило такую вот разделительную черту в обществе. И мои друзья здесь, в Анапе, которые вот мы с ними там сидели, за одним столом пили там чаи со всякими-то тарталетками. И вдруг они в какой-то момент, они для меня, а я для них стали уже противниками. Ну, понятно, антиваксерная вот эта вот кампания и кампания за вакцинацию, наоборот, она такая, ну, это, в общем-то, так не смертельно и не сильно обидно. Вот, хотя, конечно, обижали по полной, и те, кто вакцинировался, антиваксеры говорили, вас утилизируют. Мне лично говорили, что я больше 2 лет не проживу, ну вот уже с момента вакцинации скоро будет год, ну пока живу, надеюсь, и 2-й год проживу, вот. Не наступит же это, как там
Вот подошло время вакцинации, у меня это 5 мая, да, и вдруг раз меня в конвульсиях, и я упал, и все, и умер. Ну, не знаю. Вот. А они вот прямо так вот стали вот смотреть на тех, кто вакцинировался, такими глазами. Сейчас еще страшнее ситуация. Сейчас люди разделились. Те, кто за проведение специальной операции на Украине, и те, кто против. Это еще страшнее. Я считаю, что это какой-то... Ну, у нас гражданская война, она никогда не кончалась. Она всегда... Она только так затихла, но она всегда вот давала о себе знать, да? Как Акуджава пел, что я когда-нибудь умру на той единственной гражданской. Так вот, сейчас пришла пора кому-то умирать. Вот на той гражданской, которая до сих пор продолжается. Она продолжалась сначала в головах некоторых там политиков, обывателей, а сейчас она уже продолжается уже вот реально. Русский убивает русского. Русский стреляет в русского. Я вот смотрю каналы, в том числе каналы там независимые, смотрю, что люди говорят в Киеве, Мариуполе, в Харькове. Я вообще вот этой вот украинской мовы я не слышу от них. Все говорят на чисто русском, а то и красивом литературном русском языке. И мы сейчас, люди, живущие в России, стреляют в людей, которые говорят на этом же языке. А другие радуются этому. Буквы Z рисуют на своих машинах. Ну, я-то понимаю, что, может быть, кто-то из вас тоже участвовал в этих вот мероприятиях. Ну, напишите, вот как вы сами на них пошли, на эти мероприятия, или вас загнали, как в советское время. Я в советское время ходил на демонстрации, да, 1 мая, 9 мая. Ну, мы так и говорили. Нас гонят на демонстрацию, вот как баранов гонят на демонстрацию. Когда я в школе учился, я в Забайкалье же жил, вот, и к 1 мая мы брали веточки деревьев, и вот из бумаги, вот этой вот, как она называется-то, цветной бумаги, делали подобие таких цветущих персиковых деревьев, вот, яблонь. В Чите-то там только черемуха в мае, в июне зацветает, сирень. Вот, как в мае ничего нету еще. Поэтому вот делали, ходили с ними. Красиво получалось, кстати, я тоже делал. У меня очень хорошо получалось. И розы делали, и хризантемы. Некоторые там в этом очень преуспевали. Все это красиво. Ходили, там махали. 1 мая, мир, труд, май. Да здравствует партия. Ну, ходил тоже, да. Я не любил ходить, конечно. Вот, и у нас классная руководительница там даст флаг. На тебе флаг вот полуполтинных, вот будешь с этим флагом идти, а никуда не денешься. Учительница. Я хоть и был таким немножечко диссидентом, но не до такой степени, не таким дерзким, чтобы взять там, чтобы и выбросить. Я же тоже был и пионером, и потом меня в комсомол записали, хотя одним из последних, но тем не менее носил я значок. Вот. Но с каким чувством-то мы шли? Ну, там, понятно, поорать, попихаться, потому что и, в принципе, и в мае, и 7 ноября вообще там уже по-зимнему одевались, уже
унты, валенки, там, шапки, шубы, чтобы не замерзнуть, приходилось долго стоять. Ну, потом в молодости там попихались там друг друга, там побоксировали, чтобы разогреться, пошли, поорали. В общем-то, все это было... Во всем можно находить что-то положительное. Вот. Но никто не думал, что мы идем там за, значит, революцию, за партию коммунистическую там. И что мы там все поддерживаем, что она нам там на съездах говорит. Нет, это совершенно разные были. И этот флаг, который я нес, доходишь до ближайшего грузовика, бросаешь его туда, и все, и уже бежишь домой. Вот, а то и где-нибудь там просто прислонишь к дереву там и тоже, и ноги в руки, как говорится, и домой. Вот. Сейчас как это происходит? Тогда это происходило так. Сейчас вот я давно уже не участвовал ни в каких мероприятиях. Последнее мероприятие, в котором я участвовал, это было в Чите. Это был митинг в поддержку присоединения Крыма. Вот. И да, я уже был на пенсии. Да, я пошел уже туда просто как из любопытства, но не как вот по... то есть меня никто уже не принуждал. Я пошел туда добровольно. Более того, я возвращение Крыма в родную гавань я поддерживал, потому что все-таки, ну, Крым – это особая земля. Вот. И если так вот. А я тогда еще... У меня были сильные имперские амбиции, я в Союзе русского народа состоял. И активистом был этой организации. Вот. А сейчас вот кто ходит на эти мероприятия? Интересно, чем мотивируют, как пугают. Ну, вот интересно вот посмотреть бы на этих людей, бюджетников, кого вот гонят на подобные сейчас мероприятия. Вот. Конечно, есть люди, и я думаю, достаточно большая их часть, которая в душе все это поддерживает, проведение спецоперации, и которым говорят «приходи», и они с удовольствием идут. Вот. А те, кто не поддерживает, им, конечно, гораздо сложнее. Вот. Потому что сейчас такие драконовские законы стали, что, в общем-то, ну, человек понимает, действительно, что если он пошел, ну, во-первых, его там арестовали, бросили в кутузку, там еще унизили, избили. Мы знаем, как сейчас работает полиция, она ничего сейчас не боится. И суд, понятно, что на стороне всегда тоже полиции, если даже она где-то перегнула свою резиновую дубинку. Вот. Ну, то есть у нас сейчас ни суда, ни полиции. Кстати, о полиции. Вот я когда ходил в этих отрядах, как они назывались, самоконтроля, вот. Ну, я искренне ходил, потому что я воспринял эту вот угрозу пандемии и, ну, очень серьезно. Вот, поэтому я считал, что нужно соблюдать вот эти все правила. Вот. С другой стороны, это все реальная жизнь, она ломает нам мозги и вообще нас полностью как-то в какой-то вводит, я не знаю, состояние какого-то дебилизма. Потому что вот 21 год, вот это прошлый год.
Это социальная дистанция, эти маски. Вот. И нам под угрозой была тоже вот это вот успех нашего сезона, да, летнего, курортного сезона, который кормит буквально и жителей, и казну нашего города. И показывали, чтобы, приезжайте, вот мы будем все при соблюдении вот этих эпидемиологических, рекомендаций, сезон состоится. И ставили, такие были показушные кадры, они в интернете до сих пор есть, ставили, на расстоянии 2 метров ставили лежаки, шезлонги, да, на пляже. Замеряли рулеткой и говорили, что вот, все, человека будет далеко. А в реальной жизни как было? Да никто на эти рекомендации не смотрел. Люди на пляжах были как сельди в бочках и, слава богу, каких-то... Хотя, да, умерло очень много людей. Очень много людей умерло. Это... Судя по избыточной смертности, мы потеряли, я имею в виду, Россия потеряла 1 миллион населения. У меня сестра умерла. Тоже ковид, он действительно коварная болезнь. Заболела. Чувствовала себя, в общем-то, неплохо, но предложили поехать в больницу, полечиться. Вот. Она с мужем жила. Она у меня повар. Она наделала котлет ему. Знает, что он такой человек, сам не очень так любит готовить. Вот. А она всю жизнь готовит. Кормила, конечно, его очень хорошо. Вот. Наготовила котлет, фрикаделек, сделала покупки, поехала в больницу и умерла там. Все. Закрытый гроб с окошечком, и нет сестры. Вот, поэтому... Мы не верим к этому, в какие-то вещи, пока нас это не коснется. Так и сейчас. Здесь люди ходят с шариками, с флажками, буквы Z рисуют себе на машинах, на капотах, и с боков прикрепляют, и на стекла. Но это пока. Это первые дни еще идут спецоперации. Я говорю, а потом, когда человек получит письмо, телеграмму, звонок, СМС о гибели геройской смертью своего родственника, как тогда, как дальше отдыхать? Вообще, как жить дальше вот в таких условиях? Я с трудом понимаю. Так, телефон. Сейчас, секунду. Да, Юра. Алло. Ладно, брат, потом перезвоню. Сейчас закончу потом трансляцию. Так вот, трудно сейчас понять, как это все будет. И я тут отвлекся, начал рассказывать про эти... я дошел уже до этих шариков, до флажков. Вот, и вот сейчас идти, и... Понятно, сейчас можно с улыбкой, уря, мы победим, мы повторим. Вот, но это пока не коснулось. А коснется это, к сожалению, многих. К сожалению, многих коснется эта беда. И не только из-за потерь своих близких, но и
потери привычного уклада жизни. Для кого-то, вот для моего поколения и для более старшего, это уже как бы известно, мы это переживали. Лично я, 90-е годы, 98-й, тоже было непросто. Кому-то было легче, кому-то сложнее. Все выжили, кто-то даже вышел из этого более окрепшим, кто-то там смог не просто выжить, но еще и поменять полностью свою жизнь. И бывшие там учителя, военнослужащие, они становились сначала кооператорами, потом бизнесменами, и многие даже сейчас достигли больших высот в этом деле. Если бы не 90-е, то как бы сложилась их дальнейшая жизнь и судьба, еще неизвестно. Вот. Сейчас уже шутки появились в интернете, что радуйтесь, те, кто говорил, что они упустили свои 90-е. Этот поезд сделал круг и возвращается. И теперь вы можете тоже вот эти трудные времена повернуть на свое благо. Опять же, вот я сейчас это сказал и вспомнил слова святого Федора Ушакова, который сказал, что «сии грозные бури обратятся к славе России». Вот, и поэтому чем закончится эта специальная военная операция? А ее последствия, они не закончатся водружением российского знамени в центре Киева. Не закончится. Вот. Это будет только вот начало той эпохи, того нового времени, о котором я в заголовке в своей трансляции написал. Вот. И как там будет складываться судьба каждого из нас, это новая история. Новая история. А как мы знаем, что многие аналитики, политики, они говорили о том, что будет смена власти в России. Некоторые говорили, что это наступит именно в 2022 году. И я когда читал эти прогнозы, я думал, что может случиться в 2022 году? Вот в конце прошлого года я это все тоже смотрел, анализировал. Вроде бы всех уже загнали, оппозицию прижали, оппозиционеров главных посадили, людей запугали ковидом и прочим. Что еще может быть? Что может быть в 2022 году? Какой катаклизм может быть? А оказывается, вот он. Вот действительно, я так лично не смотрел далеко, не рассматривал, что именно вот здесь вот так это все и произойдет. Поэтому власть, она может смениться уже в самый ближайший момент. Мы можем завтра проснуться и узнать, что, какие-то лица отстранены от своих должностей, они там заболели, или там их уличили, не знаю, в чем-нибудь, в предательстве там, или еще в чем-то, в связях там, с иностранными разведками, с мировым правительством. Все может быть. У нас в России все может быть. И так и будет. Так и будет. Вот сейчас каждый день, каждое утро я открываю новости и жду, что вот наступит вот эта вот какая-то развязка. Я всегда тороплю события, но она непременно наступит. Она непременно наступит. Что из этого будет, когда это наступит? Наверное, будет вообще там, я не знаю, вообще будет какая-нибудь вакханалия такая, что и не снилось, потому что, не будем все это описывать, но
это будут страшные времена будут, которые тоже мы переживем. Вот я в своей предпоследнем ролике, не в предпоследнем, последнем ролике, говорю, что и ядерный удар можно пережить. И люди выживали от удара ядерной бомбы, которая падала буквально в сотнях метрах от них. Ну, смотря где ты в это время находился и как тебе повезло. Но выживали люди. И с лучевой болезнью жили, и города восстанавливали. Вот. И, в общем-то, сейчас уже аналитики говорят, что, ну, даже если ядерная война случится, ну, переживем мы и ядерную войну. Не все, но переживем. Вот, поэтому как-то так вот в этом-то и есть оптимизм, наверное, что кто-то все равно выживет, кто-то будет жить, кто-то будет строить новую жизнь, выстраивать отношения с другими государствами. И будет Россия, будет Анапа, будет Захаровка. Это у меня есть статья такая, я сейчас очерки свои пишу, книгу. Вот, и у меня была статья, которая называлась «А Захаровка будет». И я в этой статье как раз писал. А писал я о том, что Захаровка – это деревня, где родился мой дед. Она находится в Забайкалье. Вот я даже сейчас хотел сказать область, в которой она находится. Но она находилась, то оказывалась в границах одной области, то в другой области, то в третьей. Меняла название. Была Захаровка, была деревня Захаровская, было село Захарово и прочее, понимаете? Но она осталась. И если даже сейчас представить, что на месте России образуется какое-то другое государство, то я уверен, что Захаровка будет Захаровка. Вот. И вот это вот как раз вселяет какую-то надежду, оптимизм, понимаете? Будет жизнь, будут люди, вот как мой друг Костя Шлямов, если он меня смотрит, или кто-то его знает, передавайте ему привет. У него есть такая песня «Пусть будут люди». Вот. И люди будут. Да, я, Костя, с тобой совершенно согласен в этом. Будут люди, будут песни, будут семьи, будут дети. Все будет. Вот. Будет жизнь. А какая будет политическая система, это, знаете, абсолютно неважно. Империя, унитарное какое-нибудь маленькое государство. Но будет земля, на земле будет трава, будет светить солнце. Говорят, кстати, никакой ядерной зимы не будет, если даже все взорвется. Уже ученые пришли к выводам, что ядерная зима это так было, страшилка советского времени. Вот. А сейчас я, друзья мои, постараюсь ответить на ваши вопросы. Так, мне это будет сделать не очень хорошо, потому что, видите, я сейчас стою, у меня болит спина. И вот у меня есть такая палочка, такой посох. Ну, я, когда передвигаюсь по дому, я опираюсь на этот посох. Ну, вот так вот. Тоже. Кто знал, что тут я на велосипеде рассекал, а потом раз, в один прекрасный момент я вдруг превратился в такого дряхлого старика, который без палочки не может ходить. Вот. Вторую неделю, неделю я уже болею. Завтра я пойду к врачу, записался к неврологу в центр. Не буду его называть пока. 1500 первичный прием. Вот. А потом все обследования
Я об этом, если вам интересно, буду тоже рассказывать. Вот как у нас частная медицина работает. Я до сих пор сталкивался в Анапе только с бесплатной медициной. Ну, сейчас решил, чтобы не стоять в очереди, потому что мне это действительно тяжело сейчас где-то там ходить, стоять, выяснять, ждать. Нет, вот я записался на 15 часов на завтра, поеду на такси и, ну, это уже другая история. Так, сейчас я, значит, отвечаю на ваши вопросы. Так. Поэтому я сегодня, друзья мои, стою. 9 человек меня смотрит, это очень здорово. Так, фабрика 609. Здравствуйте, здравствуйте. Россия победит, назад дороги нет. Ну, вот в этом я могу сказать, что тут я абсолютно согласен со святым Федором Ушаковым. Сии грозные бури приведут к славе России. Но иногда, чтобы прийти к славе, нужно пережить позор. И если вдруг наступит позор, это не значит, что мы все еще потеряли. Вот. Слава будет впереди. Привет из города государственного преступника. Здравствуй, Алексей. Так, фашист написала. Написал Вася. Так. Олег Гуриев, здравствуйте, всем оптимизма. Да, всем оптимизма. Говорю, даже если упадет ядерная бомба, если все взорвется, все равно у кого-то есть шанс выжить. Так что все равно будет зеленая трава. Кстати, есть песня тоже, я ее очень люблю слушать. Там как раз про траву. Одна трава не более. Так, ну я сейчас не буду ее, конечно, вспоминать. Но если вы захотите, есть такой исполнитель Иван Верхотуров. Вот наберите Иван Верхотуров «Чита» или Иван Верхотуров «Песня». Вы эту песню послушаете. Очень хорошая песня. Там такие простые слова и такой глубокий смысл. Как там Валя? Валя работает. Ради чего мы должны выживать, а не жить нормально? Ну, тут уж вопрос не ко мне, а нам ничего не остается, кроме того, как выживать. Но если вы не хотите выживать, ну, я не знаю, тогда как-то решайте со своей жизнью уже вопросы самостоятельно. Вот. Сейчас мы поставлены в такие рамки. Нет, еще не поставлены, еще только впереди. Кто-то говорит 3-4 месяца скажется вот это все. Кто-то говорит через полгода, кто-то говорит через год-два. Вот я не знаю, мне кажется, что сейчас все так быстро идет, мы это почувствуем достаточно быстро на себе. Так. Не дай бог меня заставят идти на войну. Да тебя не заставят, у тебя же инвалидность. Если только ты добровольцем пойдешь, ну тогда да. Тогда никто тебя не остановит. Снежный. Так, добрый день всем. С праздником прекрасную половину, с 8 марта. Сохраняйте мир любой ценою. Зла никому не желайте. Злом зла никогда не уничтожишь. Совершенно верно. Так, Андрей Стрельцов. Привет, Александр. А если смысл об этом сейчас говорить, закончится она, это то, что на букву В и оканчивается на букву А, закончится она, тогда и будет смысл рассуждать. Каждый из нас может быть
Пусть своим делом занимается. Да. Привет, Юра. Нет. Нет, я сейчас провожу прямую трансляцию. Наташа на работе. Ну, как на работе, она так сейчас это подрабатывает. Вот. Ну, скоро вернется уже. Угу, конечно. Угу, 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 угу. Понятно. Во сколько ты приедешь? А, понятно. А я завтра в 3 часа поеду, вернее, у меня же спина болит сильно. Так, нет, а в смысле, что я должен был взять? Я завтра поеду вот к врачу на прием в Альфу. Да какой аппликатор? Там ничего это не поможет, потому что я еле-еле хожу по дому-то. Угу. Нет, на Владимирской. А не знаю, Наташа смотрела по интернету, она записывала меня. Угу. Угу, угу, хорошо. Ладно. Давай, пока. Брат Юра из Краснодара завтра приедет в Анапу, как говорится, на лето. Вот, и поздравляет с праздником. Какой праздник сейчас? Я тоже не понимаю, как можно сейчас женщинам дарить цветы, символ мира, когда сейчас наши солдаты проливают кровь. Не только свою, но и чужую. Вот, поэтому как? Я не понимаю. Вот Андрей говорит, может быть, поговорим потом, когда все кончится. Андрей, да только все начинается. Тут только все начинается. И я говорю, что лично мое убеждение такое, что скоро такие события произойдут. Вот. Может, даже в Кремле в самом. Потому что все к этому идет. Так. А то, что заниматься своим делом, это да. Я слушаю вот Екатерину Шульман. У нее есть, кстати, лекция. Найдите Екатерина Шульман. Лекция в Твери называется «Как пережить». Вот она так и называется «Как пережить». Она очень умные мысли там излагает. Пожалуйста, смотрите умных людей. Не смотрите вы эти пропагандистские каналы, которые вот вам вас пичкают всякой дрянью. Их тоже надо смотреть, я их тоже смотрю, потому что надо знать и эту точку зрения, сравнивать с точкой зрения, которая есть альтернативная. Вот, поэтому, а уж доверие к нашим, значит, пропагандистам, не знаю, я человек советского времени, я и раньше не верил. Верил, вернее. Верил, но сомневался. Сейчас я знаю. Потом, когда все вот это свершилось в 90-х годах, когда нам глаза открыли, кто-то их опять закрыл, но у меня остались глаза открытыми. Так. Даешь ДНД как раньше. Что такое ДНД? Добровольная народная дружина? Я только так эту аббревиатуру понимаю. Лично меня никто никуда не гнал, да и не звал. Но то, что идет между государствами, это факт. Так, Андрей Скворцов. С меня всегда лайк. Врачи иркутского психодиспансера сделали
сделали инвалидом, Иван пишет. Нейро... В общем, там какой-то нейросиндром сделали, акатизия... Все время... Само руки, ноги, пальцы... Ничего не пойму. Вот, правда, ничего не пойму. У кого чего шевелится или не шевелится. Так, Снежный. Нас тоже никто никуда не гонит, пока В дело добровольное. Ну, всегда надо говорить только за себя. Вот если вас никто никуда не гнал, вы так и пишите, и я вам охотно поверю. Вот. Я как-то в детстве услышал сказку про мальчика, который никогда не врал. Очень хорошая сказка, я до сих пор ее не могу нигде найти, даже в интернете. Там мальчика одного пытали, он никогда не врал, его пытались всячески там спровоцировать. Допустим, стригли, мальчика наряжали в девочку, и на веревочке этот мальчик-девочка вел овцу, которая с одной стороны была острижена наголо, а с другой была лохматая. Вот. И когда мальчика спрашивали, ты видел здесь девочку, которая вела остриженную овцу? Ну, чтобы он сказал, да, я видел девочку, которая вела остриженную овцу. Но он говорил не так. Он всегда говорил, я видел ребенка, одетого как девочка. И с той стороны, которая мне была доступна для глаза, овца была действительно острижена. Вот. То есть он не отвечал на 100%, что это была девочка, что овца была острижена. Нет. И вот когда вы что-то говорите или слышите, всегда вот вспоминайте этого мальчика. Говорите только то, что вы видите. Не говорите всегда за другую сторону, которая вам недоступна. Так. Зачем нам Киев? Кто его хочет? Пусть сами киевляне решают, как им жить. Я тоже совершенно согласен. Есть суверенное государство. И если мы вдруг говорим, что мы не признаем в этом суверенном государстве власти, все там неправильно и все это надо поменять, то мы поступаем, я не знаю. Мы, наверное, поступаем наверное, так же, как вот, я так предполагаю, что Гитлер тоже так предполагал, что нация, к которой он принадлежит, она выше всех, она культурнее, умнее, она жизнеспособнее. А есть какие-то нации второго сорта, у которых там череп неправильный, у которых там одеваются неправильно, язык неправильный, вот, и которых надо, физически уничтожить, вот, или там заставить делать то, что как бы будет на благо какой-то высшей организации, нации, вот. Сейчас у нас, я так полагаю, что-то такое похожее, то есть мы считаем себя какой-то тоже такой более правильной нацией, а соседняя нация, она вовсе может быть и не нация, и язык-то у них не такой, и живут-то они не так, и президент-то у них не тот, и там надо все поменять. И если исходить вот из этого, то тогда, слушайте, тогда и другие страны могут сказать, слушайте, а в этой вот России-то там тоже все неправильно. Раз они так считают, то и мы тогда не будем никаких придерживаться международных правил, законов. И что нам какие-то мирные договора? Турция скажет, а что мы тогда смотрим?
Что мы там тогда сейчас, какие-то старые бумажки, подписанные какими-то там нашими предшественниками, которые, может быть, не совсем были тоже здоровы на голову, давайте тогда как-то все это отменим и по новой разберем, границы новые прочерчим. Вот. Понимаете, вот с этого и начинается, наверное, мировая война, когда все вдруг отказываются от сложившихся в мире правил и начинают, знаете, вот как в уличной драке, я тоже был мальчишкой, вот, и тоже порой я не любил драться, но иногда вот приходилось, потому что, в компании, в которой я был, там было принято как-то тоже драться, вот. И, были какие-то правила, что там лежачего не бить, значит, в какие-то определенные места не бить, вот, и все, и этих правил придерживаешься даже, вот, или там установишься там до первой крови, все, бьешь там, стараешься там нос разбить ему. Вот, или где-то там царапнуть, чтобы кровь появилась. Все, до первой крови, все, драка разнимается, пожали друг другу руки, посмеялись, все, врагами не оставались, навеки вечные. Все это было вот как-то так. А когда никто не обращает ни на какие правила, тогда, знаете, все, нож достал, порнул его, и все. Ты вроде бы победил, но ты победил против правил, и тебе от этого чести никакой не будет. Вот. Также вот и в отношениях с государством правила должны быть. А если ты правила нарушаешь, если ты хочешь применить какие-то там запрещенные методы борьбы, то это тебе чести не делает. Так. Снежный, спина, болезни наши – это вовсе не наказание, как почему-то принято думать в народе. Иногда болезни подаются человеку как вразумление, чтобы он перестал грешить. Абсолютно согласен. Я не отказываюсь от веры православной, вот, и от ее установок. Вот. Это наказание за грехи, понимаете, это, в общем-то, Христос как сказал, да, когда его спрашивали, а вот этот вот слепорожденный мальчик, он сам согрешил или родители его согрешили? И что ответил Христос? Что ответил Христос? Вот если вам интересно, что ответил Христос, так вот найдите это место в Евангелии и почитайте. Если кто не знает. А кто знает, и рассказывать зачем. Вот это вот как раз к снежному. Так, еще от меня поздравления. Так, Сергей, прежде чем идти к неврологу, нужно сначала сделать МРТ спины, а потом уже идти на прием. Я думаю, если я схожу сначала на прием, я же не врач, я не знаю, где мне делать и чего. Я однажды пошел делать, вот приехал, я, в общем-то, к своему здоровью отношусь так достаточно внимательно. И в 2014 году, когда мы сюда приехали, я сразу с Наташей говорю: Наташа, вот помнишь, я последний раз проходил в Чите медицинскую комиссию, и у меня там нашли, значит, один сосуд, который был там на 38, процентов перекрыт, этими бляшками. Вот. Я говорю, надо проверить, потому что, вдруг сейчас уже там меньше процентов, и это очень, так скажем, опасно. Пошел делать МРТ. Вот. Мне сказали, все нормально. А потом, в 2019 году, когда я в Чите
тоже поехал в Читу и там тоже решил пройти медицинскую комиссию. И когда я рассказал об этом врачу, она говорит, а вы делали чего МРТ-то? Ну, я ей говорю, я делал вот этого. Ну, она посмеялась, говорит, так у вас не здесь это, то, что вы хотели делать. У вас это, знаете, в другом месте находится. Понимаете, поэтому я не в анатомии я слаб. Вот, поэтому, чтобы опять не сделать МРТ чего-то другого, так пусть мне врач сначала покажет, что где надо делать МРТ. Вот на первичном приеме. Тогда я пойду и сделаю. Вот, а то получится, как в 2014 году. Сделал в одном месте, а оказалось, что проблемы совершенно в другом. Да, Наташ? Привет. А я не лежу, я стою. Угу, угу. Хорошо. Ты скоро? Угу. Ладно. Угу. Все тогда, пока-пока. Позвонила жена, сказала, что на улице потеплело, и попросила открыть раму, чтобы лучше белье сохло. Это я сейчас сделаю. Ну и скоро я закончу, друзья мои. Буквально через 5 секунд я вернусь. Так, про спину ответил. Так, прежде чем идти, сам человек не может остановиться на неправильном жизненном пути, и Господь помогает ему. Нередко болезнь может послужить предостережением от еще несовершенного зла. Она послана для испытания веры. Ну да, вот знаете, до того, как у меня заболела спина, у нас в казачестве был сбор, и нас попросили, добровольно, абсолютно добровольно записаться в отряды самообороны. Как-то они там называются. Вот, они создаются при военкоматах, сказали, что будут платить денежки за это, то есть ничего делать не надо, сидишь дома, тебе идут денежки. Вот, если тебя вдруг государству ты понадобился, то уж изволь идти туда, куда тебя пошлют. Вот, я так подумал, что нет, я, пожалуй, не буду записываться, потому что уже известные события были, и, естественно, я не хочу в них участвовать. Не хочу. Вот. И вот тут спина заболела. Может быть, оно как раз к этому, что, как говорится, Бог отвел. Так. Вы бы создали собственную партию? Нет. Так, я бы сделал независимость Кубани. Уже тоже пытались сделать. Тут, значит, сообщение удалено. Так, правильно, пытаюсь прочитать. Наклоняться мне не очень удобно. Так. Правильно, надо сначала обратиться к терапевту. Он вас направит к нужному врачу. А тот уже направит на МРТ, КТ и так далее. И Андрей Стрельцов пишет: Александр, твой брат отчасти прав.
Аппликатор Кузнецова помогает, он частично купирует боль. Я аппликатором пользуюсь много десятилетий, и он снимает боль. Нет, ну я тоже какими-то методами пользуюсь. Вот у меня есть такой перцовый пластырь. Доктор Перец. Вот. Ну все, друзья мои, я ответил на все вопросы. Спасибо вам, кто меня слушал. Всем желаю мира. Желаю пережить эти времена достойно. Мы все перенесем, все перетерпим. Вот, и все кончится хорошо. Сии бури приведут к славе России. Пока.